Снежные бури в этих местах были делом привычным, поэтому ни низкие температуры, ни ледяной ветер этим утром никого не удивляли. Николай Комаров с самого раннего утра занялся работой. Ему нужно было доставить молоко в отдаленное село. Дорога была долгой, но мужчина уже привык к таким маршрутам. Проехав значительное расстояние, он заметил на обочине что-то темное, резко выделяющееся на фоне ослепительно-белого снега. Этот участок трассы почти всегда был безлюден, поэтому находка вызвала у него любопытство. Даже мусор, выброшенный из окна машины, мгновенно заметало снегом, а этот темный силуэт оставался неподвижным. Николай сбавил скорость, съехал на обочину и заглушил двигатель. Оставив машину, он направился к странному пятну. Подойдя ближе, он с удивлением увидел, что в снегу, прижавшись друг к другу, сидят трое черных котят. Их маленькие тела покрывал ледяной налет, а лапки дрожали от холода. Они не пытались убежать, не издавали ни звука и, казалось, полностью обессилели. На километры вокруг не было ни одного дома, а значит, котята не могли случайно оказаться здесь. Скорее всего, кто-то просто выбросил их на мороз, оставив у дороги на верную гибель. Николай тяжело вздохнул, даже представить было сложно, как они оказались в такой ситуации. Он аккуратно поднял замерзших малышей и прижал к груди, а затем поспешил обратно в кабину грузовика. Включив печку на полную мощность, он посадил котят на теплое место, чтобы они могли немного согреться. Однако, глядя на их слабость, мужчина понял, что не может продолжать путь. Они выглядели слишком изможденными, и он боялся, что дорога будет для них слишком долгой. Николай принял решение вернуться назад. Из машины он позвонил жене, рассказал о случившемся и попросил подготовить для котят теплую подстилку и немного еды. Когда он приехал домой, его супруга уже ждала их у порога. Она осторожно взяла крошечных гостей, завернула в мягкое полотенце и начала отогревать. После того, как котята немного пришли в себя, женщина накормила их и позвонила в местный приют для животных. Понимая, что оставить котят у себя они не могут, в доме уже жили 2 кота и пара собак, супруги решили передать их в надежные руки специалистов. Вскоре сотрудники приюта приехали за малышами и заверили, что позаботятся о них. Николай наблюдал, как машину с котятами уносит дорога, и с облегчением подумал, что сегодня он успел спасти 3 маленькие жизни.